В утро 25 декабря самолет азербайджанских авиалиний вылетел из Баку в Грозный. Вскоре после вылета при подлете к пункту назначения экипаж столкнулся с проблемой глушения GPS-сигнала, что было типичным явлением в российском воздушном пространстве, согласно данным Flightradar 24. Во время третьей попытки приземления в Грозном, где стоял плотный туман, один из выживших пассажиров рассказал о взрыве, повредившем обшивку самолета. В последующие минуты летный экипаж сообщил о трудностях с управлением и запросил возможность посадки. Вскоре экипаж доложил о выходе из строя гидравлической системы. После отказа в посадке в Махачкалинском аэропорту Уйташ самолет направился к казахстанскому Актау. В течение следующего часа воздушное судно пропало с радаров, затем экипаж активировал аварийный код 7700, сигнализируя о проблемах в системе управления. Власти Мангистауской области направили в Актауский аэропорт спасательной службы. При входе в воздушное пространство Казахстана самолет ненадолго исчез с радаров, после чего продолжил полет к Актау над Каспием. Данные Flightradar 24 показывали значительные колебания высоты и скорости. После неудачной первой попытки приземления лайнер сделал 2 круга над аэропортом Актау. Во время третьего разворота связь с экипажем прервалась. В последние минуты полета камеры зафиксировали попытки самолета сохранить высоту. Катастрофа произошла в 3 километрах от аэропорта. Сначала удар пришелся на правое крыло, затем самолет перевернулся, взорвался и разломился на 2 части. На видео момента крушения заметно, как при соприкосновении с землей выпустилось шасси. Спасатели прибыли на место происшествия в 11:35 и ликвидировали пожар к 12 часам 5 минутам. Один из уцелевших членов экипажа поделился информацией, что изначально пилоты готовились к приводнению, прежде чем решить садиться на сушу. Из 67 человек на борту спаслись 29, погибли 38. В экипаже выжили только 2 бортпроводника, оба пилота и еще 1 бортпроводник погибли. Все летальные исходы произошли непосредственно при крушении. Выжившие, включая 2 детей, были доставлены в больницы с различными травмами, в том числе черепно-мозговыми, с сотрясениями, повреждениями грудной клетки и травматическим шоком. 11 пострадавших находились в критическом состоянии. Большинство выживших располагались в хвостовой части самолета. Казахстанский блогер-экоактивист Азамат Сарсенбаев был арестован за проведение съемки на месте катастрофы. Его фотоматериалы, демонстрирующие признаки возможного внешнего воздействия на фюзеляж, получили широкий резонанс в медиа. Впоследствии суд Актау назначил ему 10 суток административного ареста за неподчинение сотрудникам полиции. Первоначально представители азербайджанских авиалиний выдвинули версию о столкновении с птицами, а президент компании Самир Рзаев отверг версию технической неисправности. Российское авиационное ведомство также указывало на столкновение с птицами как на предварительную причину. Экстренные службы Казахстана рассматривали версию взрыва кислородного баллона. Гипотеза о столкновении с птицами была подвергнута сомнению после обнаружения крупных сквозных отверстий в хвостовой части. Выжившие рассказали о взрыве и осколках, поразивших самолет и пассажиров. Специалисты отметили, что характер повреждений не соответствует столкновению с птицами, которые не летают на такой высоте. 26 декабря правительственные источники Азербайджана проинформировали News и Euronews о том, что российский комплекс «Панцирь-С-1» выпустил ракету по самолету над Грозным. Несмотря на запросы об экстренной посадке, российские аэропорты отказали в приеме, направив самолет в Актау. Исследование показало, что инцидент произошел на высоте 2400 метров над Наурским районом, в 18 километрах северо-западнее Грозненского аэропорта. Стала известна информация о подавлении GPS-систем самолета над морем. Бакинские медиа, ссылаясь на правительственные источники, подтвердили информацию о ракете «Панцирь-С». Российская сторона сообщила, что во время полета рейс 8243 над Чечней силы ПВО отражали атаки украинских беспилотников.
Руководитель Совета Безопасности Чечни Хамзат Кадыров подтвердил факт атаки дронов на Грозный утром 25 декабря. 4 источника в Азербайджане позднее сообщили Reuters о том, что самолет был поражен российской системой ПВО. Депутат азербайджанского парламента Расим Мусабеков потребовал официальных извинений от России и наказания виновных. Путин выразил соболезнования, но не признал ответственность за происшествие. Американский пилот и 2 французских эксперта, изучив видеозапись катастрофы для The Times, заключили, что самолет, вероятно, был поражен ракетой. После утраты систем управления пилоты пытались осуществить посадку, используя только тягу двигателей. Эксперты указали, что осколки повредили все 3 гидравлические системы в крыльях и хвостовой части, а экипаж пытался контролировать самолет, регулируя мощность двигателей.